Привет, мои дорогие подписчики, и с вами снова Стася Лимонова. Сегодня я вам покажу, как приготовить домашние конфеты. Это один из моих любимых домашних десертов по двум причинам. Это очень просто и быстро, и это сочетание двух замечательных вкусов – шоколада и мяты. Ну что ж, меньше слов и больше дела. Пойдемте на кухню. Начинки для наших конфет мы используем небольшое количество ингредиентов. Здесь есть свои особенности, о которых я вам сейчас расскажу. Первое. Мы используем кокосовую манну, она же кокосовый урбеч, она же кокосовая паста. Это все одно и то же. Очень важно растопить ее на водяной бане, чтобы она имела жидкую консистенцию. Также мы здесь используем в чистом виде кокосовое масло. И оно тоже должно быть жидким, для того, чтобы манна, масло и вода теплая впоследствии хорошо перемешались между собой. Это обязательно. Далее, конечно же, мы используем подсластитель. Мы не используем горячих ингредиентов, поэтому вы можете использовать и жидкий мед в том числе. У меня здесь сироп топинамбура, его можно заменить абсолютно на любой сироп, который прижился на вашей кухне. Для того, чтобы придать конфетам мятный вкус, вы можете использовать живые листочки мяты, помыть их и отправить в блендер, они дадут, естественно, насыщенный мятный вкус. Я же использую экстракт мяты в чистом виде. Это очень удобно, я просто капну несколько капелек в нашу смесь, и конфеты будут иметь насыщенный мятный вкус и аромат. Ну и для того, чтобы цвет конфет синхронизировался с их мятным вкусом, мы используем натуральный краситель. Я использую спирулину, это водоросль, она в порошочке. Но использовать ее нужно очень аккуратно, желательно добавлять ее совсем по чуть-чуть, потому что спирулина имеет свой особенный ярко выраженный вкус, который, конечно, мы не должны ощущать в конфетах. Вот у меня здесь буквально 1/3 чайной ложки. Но помимо всех этих ингредиентов мы будем добавлять с вами в состав теплую воду. Хочу обратить ваше внимание, она обязательно должна быть подогретой. Не горячей, ни в коем случае не кипяток и не холодный. Холодная вода просто не вступит в реакцию с масляными ингредиентами, такими как кокосовый урбеч, кокосовое масло. Просто смесь расслоится, и мы ничего не сможем с этим сделать. Простота этого рецепта заключается в том, что нам нужно просто все взбить в блендере. Я использую такой S-образным ножом, он отлично справляется с этой задачей. И после разлить по формам. Есть один маленький нюанс. Нам нужно все это взбивать в 2 этапа. Сначала мы должны соединить хорошо между собой 2 жирных ингредиента. Это кокосовый урбеч и кокосовое масло. Сюда же я сразу добавлю подсластитель и экстракт мяты. Если вы все будете делать в другой последовательности, предположим, сразу вольете воду, вы не сможете перемешать между собой масляные ингредиенты, ничего из этого не получится. Поэтому необходимо следовать именно такой рецептуре. Если вы так же, как и я, будете использовать экстракт мяты, то я рекомендую вам добавлять ее по чуть-чуть и пробовать смесь на вкус после взбивания. Я, как правило, добавляю где-то пол чайной ложечки. Но насыщенность мяты каждый любит по-своему, поэтому все. После того, как мы добавили все эти 4 ингредиента, мы хорошо все взбиваем блендером. Мы взбили нашу смесь, теперь я аккуратно добавляю сюда спирулину. Напоминаю, у меня здесь 1/3 чайной ложки, я думаю, что я начну с половины. И также я добавляю в эту смесь теплую воду. И взбиваю блендером. Мы видим с вами, что смесь не до конца окрасилась в зеленый цвет, она должна иметь такой мягкий, нежный зеленый оттенок, поэтому я всыпаю оставшуюся спирулину. Наша смесь для начинки конфет готова. Она имеет жидкую консистенцию, ее очень легко перелить в любую форму. Я использую силиконовую форму, специальную для конфет. Когда конфеты замерзнут, я их еще разделю на 2 части, и конфетки будут совсем маленькие. Вы можете использовать абсолютно любую форму, какая у вас есть под рукой, поскольку замерзшую текстуру легко будет надрезать на кусочки. Ну, теперь мы в наши формы заливаем конфеты. В зависимости от того, какая у вас форма, получится разное количество конфеток. Наши конфетки залиты в форму.
Теперь задача убрать их в морозильную камеру на 5-6 часов. Идеально, конечно, убрать их на ночь, для того, чтобы они хорошо проморозились, и впоследствии мы их без труда смогли вынуть из формы. После этого мы с вами их будем глазировать шоколадом. Ну что, друзья, у нас прошло около 8 часов. Сейчас мы будем готовить глазурь для того, чтобы покрывать наши конфеты. Но при этом пока мы их не достаем из морозилки. Когда у нас уже все будет готово, мы достанем абсолютно замороженные конфеты и будем с ними в таком состоянии работать. Давайте приступим. Для глазури мы используем нерафинированное какао-масло, какао-порошок и кокосовый сахар. Я у себя в инстаграме уже писала рецепт данной глазури. Здесь все просто. 2 части какао-масла и по 1 части порошка и кокосового сахара. Для того, чтобы сахар растворился, нам необходимо будет перемолоть его в пудру в кофемолке. Ну и, конечно же, какао-масло растопить на водяной бане. Давайте начнем. Чем мельче вы расколите какао-масло, тем быстрее оно растопится. Моя рекомендация: когда вы топите какао на водяной бане, не доводите воду до кипения, лучше ее сначала подогрейте, а потом ставьте тарелку на воду. И при этом обязательно выключите огонь, иначе какао-масло может подгореть. Для того, чтобы какао-масло быстрее растопилось и не подгорело, его необходимо периодически помешивать. И как только у нас растворятся все кусочки, мы добавим туда нашу сахарную пудру и какао-порошок. И хорошо перемешаем для единой однородной массы. Ну что, наше какао-масло растопилось полностью. Сейчас я всыпаю сюда сахарную пудру. И вслед за ней сразу всыплю какао-порошок. И хорошо перемешиваем полностью массу до получения однородной текстуры. Мы полностью замешали нашу глазурь, она готова к работе. Я оставляю ее на водяной бане для того, чтобы она не стала гуще, пока мы готовим с вами начинку. Если вы никогда ранее не вскрывали пакет с нерафинированным какао-маслом, я вас уверяю, вы просто обалдеете от этого аромата. И в момент, когда вы его достаете, и в момент, тем более, когда вы замешиваете глазурь, когда добавляете какао-порошок, здесь стоит аромат просто на всю кухню. Попробуйте обязательно. Вот они, наши конфетки, мы достали их из морозилки. Тут важно, для того, чтобы было удобно их глазировать, необходимо, чтобы они застыли в лед. Тяжелые, плотные, будут легко доставаться из формы. Что я делаю сейчас? В моем случае я вынимаю эти конфеты из формы, делю их пополам и после этого буду глазировать. Вы будете отталкиваться от той формы, которую используете. Теперь я вам расскажу, как их просто глазировать, чтобы у вас вся кухня не была залита шоколадом и чтобы не было лишнего расхода продукта. Я использую высокую емкость для того, чтобы было удобно туда макать наши конфеты. Ну, это может быть любой стакан на вашей кухне. Теперь я могу снять глазурь. Предварительно я ее еще раз замешаю и перелью в высокий стакан. Поделюсь с вами моим личным лайфхаком. Я использую обычные зубочистки, которые буду насаживать сейчас на наши конфетки. После этого мы будем окунать их в глазурь, и для того, чтобы глазурь застыла, им нужно повисеть на нашей шпажке, пока шоколадная глазурь на ней не зафиксируется. Для этого я просто втыкаю ее в пенопласт. Очень удобная штука, это постоянный житель на моей кухне. Как только глазурь зафиксируется, я смогу уже конфету снять и положить на тарелку. Ну, давайте попробуем. Поскольку наши конфеты были замороженные, шоколад на них очень быстро схватился, и теперь мы можем их аккуратно переложить на тарелочку, и они будут покрыты глазурью со всех сторон. Наши мятные шоколадные конфеты готовы. Хочу обратить ваше внимание, что мы не темперируем шоколад, поэтому он очень быстро начинает таять в руках.
Вы можете есть конфеты ложечкой, либо сразу складывать их себе в рот, вообще-то устоять невозможно. И про хранение этих конфет. Они могут очень долго храниться в морозильной камере, и в целом я рекомендую их хранить в морозилке, потому что здесь жидкие ингредиенты. И когда вы достаете их из морозилки перед тем, как пить чай, дайте им отойти буквально 5 минут, и вот она, ваша сладость на вашем столе. Приятного аппетита! Не забывайте ставить лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал.